26 июня 2022 года Ярослав Зубков, сын олигарха и основателя парка Львов Тайган, совершил ДТП, в результате которого погибло 3 человека, один из них – несовершеннолетний ребенок. Фанатики Олега Зубкова на каждом углу кричат о том, что несчастного сыночка подставили. После аварии машина Ярослава Зубкова была настолько повреждена, что он попросту не смог бы скрыться с места происшествия и избежать наказания в этот раз. Могла ли эта авария быть случайностью или это закономерный итог? До момента ДТП у несчастного сыночка олигарха на его автомобиле было зафиксировано 326 штрафов всего лишь за 4 месяца. Основные штрафы были за превышение скорости от 20 до 80 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке. Звучало мнение, что Олег Зубков осуждает своего младшего сыночка за опасное вождение. Но как объяснить, что его автомобиль тоже был замечен в 150 нарушениях за те же превышения скорости, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований об остановке, несоблюдение требований знаков и разметки и нарушение правил остановки и стоянки? Это штрафы за второй автомобиль, зарегистрированный на Олега Зубкова, на котором он, правда, никогда не ездил сам. Но зато после ДТП, в котором автомобиль BMW Ярослава сильно пострадал и был отправлен на штрафстоянку для экспертиз, на этом автомобиле за короткий промежуток времени появилось еще 26 штрафов, которых почему-то не было именно тогда, когда Ярослав Зубков находился в следственном изоляторе. Значит, сынок олигарха продолжает гонять на автомобиле, который оформлен на Олега Зубкова. Может быть, старший сын Зубкова, Святослав, окажется адекватным водителем. На одном из автомобилей Святослава Зубкова 208 штрафов за аналогичные нарушения. На втором автомобиле 117 штрафов.
На третьем автомобиле 281 штраф. Понятно, что на машинах этой семейки может ездить любой из них, но общее количество штрафов около 1000. Вся семья Зубковых являются злостными нарушителями правил дорожного движения. И здесь возникает вопрос, а мы точно знаем о всех случаях ДТП с их участием? Это в том случае на трассе Таврида-младшему Зубкову не удалось скрыться и избежать наказания, потому что оказалось слишком много свидетелей, и был сильно поврежден его автомобиль. А также погибли 3 человека. Но зато Зубков очень любит выпячивать на показ свои богатства и крутизну, покупая дорогие автомобили и цепляя крутые номера, каждый из которых стоит как небольшой домик в сельской местности. Но зато Олег Зубков жалуется, что не смог прокормить 40 медведей, а тратить такие деньги на понты Зубкову не жалко. Олег Зубков вообще не жалеет деньги на то, чтобы пиарить самого себя, развешивая свою физиономию на всех билбордах Белогорска, заказывая рекламу на общественном транспорте. Зубков, почему не поможешь оплатить штраф Белоносовой? Она ведь ради тебя устраивает травлю Федорову, или это снова тебя не касается? Меня вообще забавляет, как наглый и беспринципный Зубков свою ответственность перекидывает на других людей. На последнем заседании он всю ответственность за откушенный палец ребенка перекинул на Леокадию, дурочку, которая оказалась в безвыходном положении и продалась ему за деньги. Фанатики Зубкова и Тайгана, вас не смущает, что ваш идол, который бывший военный, с такой легкостью подставляет женщин под удар?